Всем доброй ночи, дорогие друзья. Я сегодня, точнее этой ночью, хочу в прямом эфире с вами поговорить, объяснить и подарить вам ритуал, который на самом деле уникален по сути своей. И не зря я назвала этот ритуал уникальным. Это ритуал буквально спасения себя. Это ритуал, который создан на основе моих семейных традиций, поэтому я справедливо назвала ритуал моего рода. И э, сейчас объясню историю этого ритуала. Дело в том, что у моей бабушки была книга, старинная книга, а может быть и несколько, но одну эту книгу я точно помню. Остальные ее работы, остальные ее заговоры и ритуалы, они переданы мне, переписанные моей мамой. Я даже первое, что я помню, откуда я переписывала себе, это такой зеленый блокнот, именно блокнот. И у моей мамы очень красивый почерк, там умещается очень много, в отличие от моего почерка, где я на одну страницу там еле могу написать один заговор. У меня такой почерк разбросанный и очень. Дело в том, что моя любимая учительница именно так писала. И я смотрела на ее почерк и старалась походить на ее почерк. Испортила себе почерк. А потом уже окончательно добили мой почерк лекции. Лекции в университете, которые мой почерк просто сделали таким, какой он является. Что иногда я сама не могу прочитать написанное своими же руками. Итак, вот эта книга «Тайнопись». Одна книга осталась, по которой я могу вам вычислить и сказать, какой год будет следующий, и объяснить вам, почему этот год и что этот год принесет. В армянском языке такие книги называются ацкагирь, что в переводе означает тайнопись. Вот эта тайнопись была у моей бабушки. Некоторые вещи из этой тайнописи были переписаны. Когда она умерла, собрались родственники, и эта книга куда-то делась, она пропала. У наших знакомых, они даже нам не родня, но пришли вроде бы к нам посочувствовать. У этих знакомых потом умерло 3 детей. И многие сказали, что, скорее всего, из-за украденной книги, которую они забрали, у них вот такая кара настигла. Так вот, в этой тайнописи, насколько я помню, и насколько я помню, как говорила моя бабушка о своей свекрови, о моей прабабушке, что делали, когда в жизни случалась такая беда, что некуда было деваться. И преследования, какие-то страшные происшествия, страшные случаи. В общем, спасительный ритуал. Нужно было сделать следующее, что я вам сейчас объясню. Это я знала, это я помнила. И примерно помнила слова, но этого было недостаточно. Я помню, что я как-то ложась ночью спать вот с этими мыслями, вот как создать, какой ритуал, каким образом лучше сделать это, когда я должна была дать одной женщине это сделать. Ночью мне приснилась моя прабабушка, и она мне сказала, вот делать нужно следующим образом. И, значит, в конце произнести какие-то слова,
Несколько слов она мне сказала, и я говорю, ну я же, а полностью что мне нужно делать, что мне нужно говорить? Она говорит, я тебе сказала суть, и этого достаточно. А полностью ты сама знаешь, и эти слова тебе придут, как всегда приходили. И вот я проснулась где-то 3 часа ночи, села и написала эти слова. Потом немножко подкорректировала, исправила, улучшила и так далее. И хочу сказать, что вот этот ритуал, он помогает в самой безысходной ситуации, когда уже деваться некуда. В каких ситуациях можно это применить? Я хочу вам сказать, что нельзя просто брать такие сильные работы и применять везде и всюду и по каждой ерунде. Такое применяют, когда рушится семья. Такое применяют, когда, скажем так, отнимают дом, выселяют людей. Такое делают, когда тюрьма грозит человеку. Человек должен делать сам. Если это дом, то можно сделать за свой дом, для своего дома, для своих детей. Если это болезнь, можно делать для себя, для того, чтобы эта болезнь отступилась. Это не исцеляющий заговор. Но вам встретится врач, который вам поможет, вылечит, вытащит из этой ситуации. Если это, скажем так, это не ритуал для деторождения и прочее, прочее. То есть не в этих случаях, а тогда, когда просто безысходность, ничего никуда не двигается. Этот ритуал сразу дает толчок, помогает. То есть это для одного раза. Чтобы один раз получился толчок, и чтобы вы получили то, что просите. То есть в этот момент, что вам очень важно. Ну вот разоряется человек, вот не знает, что делать, вот у него выхода нет. Ему нужны какие-то новые заказы, ему нужны, может, новые эти заключения договоров. Ему некуда деваться, он не знает, как быть в этой ситуации. Он идет и проводит этот ритуал. Этот ритуал дает очень резкий толчок, и этот вопрос решается. Этот ритуал для данного вопроса. Насколько часто можно его делать? Не так часто. Не чаще, чем раз в месяц. Но это не значит, что каждый месяц вы должны брать и делать этот ритуал. Это из того случая, чтобы, то есть, что из того разряда, когда нужно подходить к этому с большим умом и осторожностью. Теперь, поскольку мы с вами спускаемся все глубже и глубже в дебри магии, я вам даю сильные работы. Сильные работы, и до этого были сильные работы. Там энергообмен был, ваша радость, скажем так. Нет, любовницы шефов и прочее, прочее, это не для этого. Это не для таких случаев. Попрошу своих кобелей, возвращая туда, не бегать, это делать, иначе вам будет еще хуже. Сейчас побегут шалавы сразу своих козлов возвращать, делать ритуал, но у них же безысходная ситуация, такой тяжелый случай. Вы меня слышите задницей или каким местом, в конце концов? Далее. Те ритуалы, которые я вам дарила, я говорила откупаться, выйти, оставить какой-то откуп. Я говорила, что есть ритуалы, в которых нужно отдать дань алтарю той ведьме, да, это обращение к ее роду. Есть ритуалы, когда нужно откупиться именно за данный шанс и возможность и так далее, и так далее. В этом ритуале энергообмен очень важен. Если вы
не проведете, если как положено и как нужно, если вы не создадите энергообмен, у вас ничего не получится. Теперь послушайте внимательно. В древние времена люди, когда обращались к силам, они что-то просили и взамен что-то обещали. И если силы это делали, они выполняли обещанное. В моей жизни ни раз, ни два и ни три были случаи, когда я обещала силам кое-что. Например, мое кольцо с большим красивым красным камнем вы видели на фотографии. Это было, скажем так, мое любимое кольцо. Я обещала это любимое кольцо взамен на разрешение той ситуации, которая в моей жизни была, и это была очень тяжелая ситуация. Я пообещала самое дорогое кольцо отдать взамен, дорогое не в цене, а именно дорогое, как мое личное, это подарок был. Но поскольку он мне был дорог, я пообещала отдать взамен на то, чтобы получилось, как я хочу. Получилось в самое ближайшее время. Я это кольцо отдала. Я отдала просто, да, я подарила. И не жалею. И жалеть нельзя, и не нужно. И реветь тоже нельзя, потому что силы мне отдали, а я отдала то, что обещала. Я хочу, чтобы вы поняли, духи не глупы, духи разумные, мироздание разумно, им по много тысяч лет. И пусть в вашей жизни не будет так, знаете, чтобы не получалось так, на тебе, Боже, чего нам не гоже. Подарив подарок кому-либо, подарив подарок алтарю, ведьме, подарив подарок за спасение своей жизни и так далее. Не придерживайтесь этого правила. На тебе, Боже, чего нам не гоже. Потому что как ты отдашь, так тебе и вернут. Понимаете? И вернут не от человека. Знаете, вот это вот скупой платит дважды, это не просто так сказано. Если силы вам что-то дают взамен, вы можете замолчать, Елизавета, на секунду просто, буквально на 5 секунд, и слушать меня до конца. Вот на секунду молчать способны? Иди сам, бойся, кого хочешь, раб. Пришли тут мне грозить. Кого мне бояться и что делать? Дарить в этой жизни можно и нужно то, что ты сам бы носил, сам бы владел и так далее. Это и есть подарок. Если вы отдаете, спасибо, если вы отдаете то, что вам не нужно, от чего вы хотите избавиться, помните, у нас конкурс был, когда мы проводили «Тайная фея». Когда мы брали... послушайте меня. Когда мы брали адреса людей и отдавали друг другу. И люди отправляли на этот адрес подарок с номером своего телефона и так далее. То есть мы сводили людей, чтобы они дружили. Это был замечательный конкурс, очень интересный. Люди познакомились, многие... Но были очень много случаев, за которых мне было так стыдно, что я этим людям отправила подарок своей книги, дабы компенсировать. Потому что я чуть не провалилась сквозь землю, когда люди... Прекрасная, конечно, идея, но когда люди отправляли в подарок чайный сервиз, когда люди отправляли в подарок дорогие одеяла, когда люди отправляли в подарок кольца и красивые шкатулки там с драгоценными камнями, а в обратную им отправляли оттуда за 20 рублей какие-то там загогулины, которые вешают на кухне, или еще дальше пошли старые там какие-то, значит,
эти четки и так далее, и так далее. И когда вот люди начали говорить, мол, спасибо большое, я, конечно, не имею претензий, но я понимала, что обида в голосе. Мы с мужем ходили, искали красивую вазу, мы с мужем искали еще там чего-то еще. Но вот человек, собственно, нам отправила вот такой подарок. Понимаете, мне было стыдно. Я попросила Яну тогда отправлять от нашего имени книги этим людям как компенсацию. И я сказала, что я больше никогда такие вещи проводить не буду. Это неблагодарный труд, не надо этого делать. Конечно, позорники. Но вы думаете, что им было стыдно, неудобно им? Они получили сервис, они на халяву получили хорошие, красивые подарки. И всем сказали, ну вот вы дураки. И я не удивлюсь, если они у каких-нибудь потишек-матишек сейчас сидят и говорят, что здесь вообще нехорошо, и ведьмина изба такая да сякая. Я говорила и 1000 раз повторяюсь, предают и мерзко поступают те люди, которые тебе обязаны. Знаете, говорят, кому обязан, того не любят. Любят, кому покровительствуют. Вот как только тебе обязаны, и ты знаешь, что ты им помогла, и для того, чтобы они совершенно не думали о том, что они обязаны тебе и должны благодарить, они предпочитают идти туда и сказать, что ну не особо ты там и сделала, и не особо там подумай, что ты там мне великое дело сделала. Ну, помогла, ну и что? И когда эта стабильность заканчивается, они с еще большей злостью начинают мстить тебе, потому что понимают, что хуже стало, потому что обратно уже не примут, а уже еще хуже в жизни, понимаете? Но сейчас тема не об этом. Я хочу вам сказать, конечно же, у каждого человека своя возможность. И никто не может сказать, что нужно сделать столько или столько, потому что у каждого человека своя возможность. Но если вы отдаете, знаете, старые вещи в подарок, не ждите от судьбы, что судьба вам отдаст хорошее. Если вы говорите, можно откупиться фальшивыми деньгами, не ждите, чтобы обратно там вернулась, скажем так, благодарностью. Понимаете? Дальше. Не знаю, как он там, мы уже сделали свое доброе дело, и все, мы уже не интересуемся, мы не звоним, не узнаем. Мы уже сделали этот ремонт, все остальное понакупили. Все, дальше уже люди знают. Я отдала номер этого человека, отдала его адрес, они сами ездят, помогают, уже знают, собственно говоря. Моя задача была людям сказать, что есть такой человек, и кто в Армении или в диаспоре, чтобы помогли. Дальше уже не моя задача. Пойдемте дальше. Итак, дорогие друзья, в этом ритуале вы должны откупиться за свое спасение. И откупиться должны той ведьме, которая вам этот ритуал подарила. Если вы этого не сделаете, второй раз вам шанса не будет. Откупиться нужно после того, как то, что вы попросили, получилось. То есть, вот вас выселяют из дома, у вас нет выхода. Вы идете, проводите этот ритуал. Обещаете то, что обещаете в этот момент. Выселение не произошло, дом остался за вами, отстояли. Если отстояли, значит, относите откуп туда, скажу куда, и отправляете той ведьме, которая вам этот ритуал подарила. И вы должны это правильно понимать. Я могу приобрести все, что мне нужно, я имею абсолютно полную возможность это делать, но я хочу вам сказать, во-первых, я вам дарила ритуалы обращения к моему роду и сказала, что нужно откупиться алтарю ведьме. Очень многие написали под этими роликами, что ритуал получился. Откупились единицы. Вы думаете, я сижу и думаю, ну, когда мне эти свечи уже отправят, и когда мне там что-нибудь? Вы думаете, я в этом нуждаюсь? Нет.
Но это проверка на вшивость называется. Сидишь и думаешь, а вот интересно, человек попросила у моего рода помощи. Эта помощь пришла мгновенно. И она пишет. Как думает этот человек, в следующий раз, если обратиться, ему помогут? Вы считаете, что я должна об этом говорить людям? Нет. Я людям подарила 4000 работы абсолютно даром. Я людям подарила спасительные работы абсолютно даром. Если бы я была жадной до денег и до чего-то еще, я бы это продавала. Во многих семьях ведьм это продают. И правильно делают. Они это продают. Просто продают заговор, продают ритуал, который человек идет, делает и получает результат. Это было подарено даром. Если бы я была жадной до денег, я бы это продавала. Я сказала это для вас. Это нужно прежде всего вам, а не мне. А откупаться, отдать энергию тем силам, которые тебе помогли. Нет, я же сказала, эти ритуалы не чреваты ничем. Не откупитесь, никто вас не накажет. Но второй раз не помогут. Все. Второй раз просто не помогут. В этом ритуале, который я вам даю, он просто уникален. Уникален тем, что поможет любому человеку при большом количестве ситуаций, если это не касается вернуть мужика, еще какой-то хрени, он вам поможет. Будут лаять, что не работает, только те, кто не хочет за это благодарить. И это мы уже проходили. Так вот в этом ритуале, который нужно затрагивать только тогда, когда что? Они будут делать откупи моим детям и моему поколению после меня. Итак, в этом ритуале откуп делаете только тогда, когда получилось. Вот у вас получилось, как вы хотели, и вы откупаетесь. Откупайтесь тем, что обещали. Во время чтения сказали, на что вы рассчитывали, как вы хотели откупиться. Может, сундук хотели подарить, может, статую хотели подарить, может, я не знаю, что еще, может, котелок хотели подарить. Может, книгу хотели подарить, понимаете? Может, кольцо хотели подарить. Все, что угодно, если вы хотели подарить. То есть в этот момент вы должны обещать, что вы обещаете, если все решится, как вам хочется. И как только все решится, вы это должны сделать. Обещание. Обещание – это для того, чтобы духи видели, насколько вы готовы отдать для того, чтобы получить желаемое. Жертва означает. Помните, когда в тайской пещере, когда дети застряли и не могли вытащить? 13 человек, 12 детей и тренер. Они 9 дней с чем-то там были, когда английские аквалангисты случайно... в общем, они целенаправленно, в принципе, шли, но нашли случайно там их. И когда вся страна боролась за них, и когда сказали, что там им придется несколько месяцев остаться, там ни воздуха, ничего нет, откачивали воду, потом этих детей закрывали в эти контейнеры и выносили. Это было так страшно. Представьте себе, вас закроют в контейнер, вы только будете дышать, лежать, и вас будут проносить сквозь воду, водные тоннели. Сквозь эти узкие водные тоннели. Представляете, аквалангисты будут тащить каждого ребенка сквозь эти узкие тоннели воды. А ты лежишь, глаза закрыты, шевелиться не можешь, тебя прям, в общем, связали в этой капсуле, положили, и ты там лежишь, дышишь,
и тебя в этой капсуле просто уносят. Это жутко. И ты думаешь, а вдруг они меня потеряют здесь? И я не смогу с этой капсулы выйти, чтобы себя спасти. Я не смогу вообще двигаться, ничего делать. Вы представляете, какая сила воли нужна была? Мне кажется, мне нужно было дать наркоз, отключить, чтобы меня вывести, потому что я бы просто не выдержала вот так, лежа в капсуле 3-4 часа, не зная, что происходит, что вообще, что там происходит, и меня просто ведут. Это психологически очень страшная вещь, но эти дети молодцы, просто справились. Да, это ужасное состояние. Вот так лежать, и тебя выносят. Ладно, если ты в бессознательном состоянии, ты не поймешь. А так сидят, дело не в протекать капсулы, глупость не пишем. Дело совершенно было не в этом. Дело было в том, что просто через эти узкие щели, в которые еле вылазили, они выталкивали. Это было очень опасно и для аквалангистов в том числе. Вот эти дети, дорогие друзья, я веду к тому, перед тем, как выйти, они поклялись, что если силы им помогут выйти из этих пещер живыми, я почему-то подозреваю, что им делали уколы. Просто не говорят, мне кажется, им делали уколы, они засыпали, отключались, их ложили туда и возили. Потому что ребенок здоровый в любом случае будет дергаться, пугаться на полпути. Вот у меня все же подозрение, что их вырубали. Потому что, ну, не просто очень нереально вот в таком состоянии выводить. Психика, правда, не выдержит такого. А отключиться и часа 3-4 в закрытом состоянии, в капсуле, вот так вот. Просто не говорят, чтобы, ну, как бы это не очень хорошо, но мне кажется, их вырубали. Так вот, эти дети сидят там, пообещали, что когда они выйдут, если они выйдут, что они обещают целый год служить в храме, как монахи, лишь бы силы им спасли, то есть помогли. Когда они дали обет, после этого эти аквалангисты их заметили. Самое главное, вы увидели, как вся страна кинулась их спасать. Вот этих 12 детей. Просто вся страна кинулась спасать. А когда у нас Курск тонул, помните, да, Курск наш потонул? Кто-нибудь что-нибудь сделал? Когда у нас вот эта вот Ростовская область, по-моему, потопила, когда губернатор сказал, мы что, должны были каждому, что ли, приплыть? Помните? Как это было страшно. У нас, когда люди умирают, у нас, когда люди тонят по халатности чиновников, когда они пустили, открыли шлюзы, и вода пошла ночью, и люди утонули. А что вот этот вот Каспийск, или как там называется, не помню сейчас города, что они говорят? Мы что, должны, обязаны каждому подъехать? А там 12 детей. Вся страна день и ночь не спали. Всем правительством, всеми министрами сидели, думали, как спасти этих детей. Крымск, да. Как оттуда их вытащить, как что делать. А у нас, если что-то случается, к сожалению, мы предоставлены сами себе. Пока не придут на эти шоу в Москву, ничего не решается. Ребенка убивают на улице, не изымают, вообще ничего не делают. Абсолютно. Я уже поняла, девиз нашей вообще полиции же такой, когда убьют, тогда и позвоните. Обычно же они так говорят. Еще же вас не убили, что вы звоните? Вот убьют, тогда позвоните с того света. Ладно. Так вот, эти дети дали обед, и они вышли. И как только их вывели, вот представьте, как их вывели, через минут 10-15, где-то так, вода хлынула в эти пещеры. И пещеры просто начало затапливать. То есть еще 10-15 минут, и они бы не успели никого из них вообще спасти. Представляете?
Это говорит о том, что силы услышали и помогли. После своего спасения эти дети целый год служили в храме. Так вот, дорогие друзья, они дали обет, они пообещали, боги их услышали и спасли. И стали ждать, чтобы эти дети исполнили свое обещание. Вот я сделал, как ты просил, а теперь твоя очередь. Понимаете, о чем я? Так вот, я думаю, что все поняли, о чем я говорю. Если кто не понял, сделал вид, но это их проблема. Идете на кладбище. Находите одинокую могилу. Безымянную. Могилу безымянную, одинокую. Если рядом, сейчас по традиции, рядом с этими хоронят новых людей, если вы видите, что это совершенно иные могилы, и к этой одинокой могиле они отношения не имеют, это не родственники. Значит, берете с собой водку, 3 красные яблоки, розу красную и кусок черного хлеба. Кусок хлеба нужно отломить. На 2 половинки. Положить на могилу. Водку открывайте. Половину нужно набрызгать, половину поставить рядом. Положить рядом розу, 3 яблоки. Зажигайте черную свечу. Берете в руки. Это можно делать в любой день недели, кроме субботы и воскресенья. Зажигайте черную свечу. Читать заговор можно по бумаге. Становитесь возле ног. Знаете, где ноги? На кладбище у покойных. Там, где камень или там, где крест, в общем, там, где памятник. Обычно в ногах ставят памятник, не в изголовье. Ну, может, в некоторых культурах в изголовье может быть, но обычно памятник стоит в ногах. Это говорят, что это делают для того, чтобы не давить как бы на голову, не давить на него, а просто нейтрально, подальше от него поставить памятник, не на нем. Неважно, какой вы религии, неважно, какой культуры вы человек, из какой семьи, вы можете идти на любое кладбище. Ну, обычно это христианские или еврейские кладбища, потому как в мусульманских кладбищах немножко иная процедура похорон, и там не очень-то пускают, не так легко идти, поэтому, чтобы вы знали. Итак, 3 яблока, красная роза. Далее. Ну, это свеча мне уже на нервы действует, если честно. Все уже. Затыкайся. Секунду. 1 секунду. Сейчас. Все. Читайте 3 раза. Отворачивайтесь и уходите. Далее.
ваша проблема решится за короткое время. Когда ваша проблема решится, приносите покойной душе откуп. Точно так же розы, 3 яблока. Если забудете, где вы читали, такое может быть, когда человек в состоянии аффекта, он может вообще забыть, где это было. Если забудете, оставьте на перекрестке кладбищенском этот откуп, благодарите покойную душу и уходите. Но желательно, чтобы вы все-таки заприметили и помнили, где вы читали, какому покойному вы это читали и кто вам помог. 3 раза читайте, отворачивайтесь и уходите. И пока ваша проблема не решится, на это кладбище ни ногой. Решилась, пришли, откупились и откупайтесь. Откупайтесь от той ведьмы, которая вам этот заговор дала. Тем откупайтесь, что обещали. Уже сказала, 1000 раз повторять не буду. Итак. Было время. Боги жили среди людей. Ведьмы народ учили, исцеляли, оберегали. Доселе все было. Небо было медно, земля железна. А мне три древа известно. Древо богов, древо дьявола, древо злых врат. Они усилят мои слова во 100 крат. Матерь земля, открой свои двери. Именем ведьмы Инги и по воле ее я взываю к тебе, дух. Приди на мой зов. Зову тебя, выкликаю. И на тебя уповаю. Помоги мне. Говорите четко и ясно, в чем помочь. Ну, например, помоги там сделать то-то и то-то, чтобы получилось так и так. Я не буду говорить, потому что это очень серьезные работы, и здесь зря говорить мне слова не нужно. То, чего мне не надо. В конце, вот вы сказали, высказали, отлично. И снова говорите, помоги мне, и тебе сочтется. Тебе вечная память, а ведьме откуп. Вот тут до того, как вы пойдете туда, узнайте, что вы хотели бы ей подарить, отдать, откупиться. Именно ей, потому что она подарила это. Должен быть энергообмен. Говорите дальше. Обещаю. Именем неба и земли молю тебя, дух, помоги. Да будет так. Когда все решится, точно так же 3 яблока, красная роза, водка, кусок черного хлеба приносите, оставляете, благодарите. Уже сказала, каким образом. К этому ритуалу обращаться в крайних случаях, когда просто некуда деваться уже. И это решит 1 раз вашу проблему. Этот ритуал не будет всю вашу жизнь вас вести и помогать. 1 раз. Будет еще ситуация, еще раз обращайтесь. Но, конечно, не каждые 3 дня. На безымянную могилу становиться возле ног покойного со свечой, черной, восковой. Что делать со свечой? Свечу туда тыкайте, отворачивайтесь и уходите. Готовьтесь, обдумайте. Только после этого делайте. Было время. Боги жили среди людей. Ведьмы народ учили, исцеляли, оберегали. Доселе все было. Небо было медно, земля железна. А мне 3 древних древа известно. Древо богов, древо дьявола, древо злых врат. Они усилят
мои слова во 100 крат. Матерь-Земля, открой свои двери. Именем ведьмы Инги и по воле ее я вызываю тебя, дух. Приди на мой зов. Зову тебя, выкликаю, и на тебя уповаю. Помоги мне. Говорите, в чем помочь. Помоги мне, и тебе сочтется. Тебе вечная память, а ведьме откуп. Называйте откуп. Обещаю. Именем неба и земли. Молю тебя, дух, помоги. Да будет так. В этом случае откупом деньги быть не могут. Чтобы вы знали. В этом случае откупом не должны быть деньги. Это должна быть необычная вещь. Что-то такое. Это решает каждый человек сам. Но никак не подушки и никак не одеяло. Это немножко иной случай. То, что будет энергообмен. Читаю еще раз. Живые дары тоже нельзя. Собаки, кошки и так далее тоже нельзя. Было время, боги жили среди людей. Ведьмы народ учили, исцеляли, оберегали. Доселе все было. Небо было медно, земля железна. А мне 3 древних древа известно. Древо богов, древо дьявола, древо злых врат. Они усилят мои слова во 100 крат. Матерь-Земля, открой свои двери. Именем ведьмы Инги и по воле ее я вызываю тебя, дух. Приди на мой зов. Зову тебя, выкликаю, и на тебя уповаю, помоги мне. Называйте, что вам нужно. Помоги мне, и тебе сочтется. Тебе вечная память, а ведьме откуп. Называйте какой. Обещаю. Именем неба и земли. Молю тебя, дух, помоги. Да будет так. Поставили туда свечу и ушли. И за короткое время ваша ситуация разрешится в вашу пользу. Когда разрешится, приносите сначала, откупайтесь от покойного духа, чтобы еще раз можно было прийти и попросить. А после откупайтесь от ведьмы. Вы можете, конечно, не откупаться ни от того, ни от этой, ни от кого. Но в следующий раз они вам не помогут. Это учтите. Потому что, в отличие от людей, духи не прощают такие вещи. Это ритуал для сильных людей. Идти туда днем. Не ночью надо, а днем. Вы идете к энергии смертной. И днем силы, если их вызвать, они могут прийти на ту могилу, невзирая на то, который час дня и ночи. Вам не нужно вычислять активные и пассивные могилы, вы не ведьмы, это не ваша профессия. Вы идете, находите безымянную могилу, становитесь возле ног, обычно возле ног ставят памятник. 3 раза говорите и уходите. Через короткое время ваша проблема решится. Может быть, ваш сын уезжает на войну. Может быть, вы кого-то потеряли, не можете найти. Да даже любимую собаку, в конце концов. Почему бы нет? Это тоже трагедия для человека. Может быть, вас выживают с работы, а у вас нет выхода, вам нужно кормить детей. Может быть, ваша работа не двигается с места, и она вам жизненно необходима, потому что иного выхода нет. Но не в том случае, когда вы хотите купить велосипед, машину, еще что-нибудь. Это не то. Это не есть горе и беда. Это личный каприз, личное желание. Насчет своих кобылей с яйцами, туда не наведываться.
Иначе будет еще хуже. И это не для того дано вам. Да, для вас, может быть, это и трагедия, но точно не для мира мертвых это трагедия. Что у вас там какой-то козел вас бросает и уходит. Но зато помогло же от врагов. Зато помогло. Надо в этом мире быть сильнее. И запомните, все, что я вам дарю, ваши предки делали. Не именно такие ритуалы, но похожие. Они это все проводили и получали помощь. Понимаете? И вы просто следуйте своим предкам. Больше никак. Больше ничего. Все, дорогие друзья. На этом заканчиваю эфир, потому что еще у меня предстоит. Мне так обострилась эта хрень, потому что очень много работаю и мало отдыхаю. Но в любом случае мне нужно определенное количество этих работ вам выдать, подарить, отдать, а потом уже несколько дней, наверное, отдохну. Всем удачи и всех благ.